опять мы куда-то бежим. Пересадки. Очень длинный. Да. CB. Next. Короче, времени вообще в обрез. Так мы успеем. Еще бы понять, сколько на самом деле времени у нас сейчас. Никто не понимает, есть еще час или полчаса. И не понимаю еще, куда идет электричка. Она идет с остановками или она идет в терминал 1 без остановки, видимо, в цель. А вот наверху же видно, если чуть наверх поднимешь. Камеру поднимешь чуть-чуть. Мы в терминал А1 должны попасть. В общем, времени в обрез. Мы должны успеть. По просьбам телезрителей и Ирины конкретно мы ели клевого. Вон Б10, вон Б22, вон Б24, вон Б26, вон наш самолет стоит вот сейчас, вот там вдалеке. Это Б26. Двухэтажный. Да, двухэтажный. Ты на каком этаже? В конце, на первом. Неправильно, нужно так сказать. Дай бог, чтобы кормили, правильно? Бесплатно. Вообще было бы неплохо, да, потому что это была как бы неожиданность, если честно. Но Неожиданность, но было очень вкусно. Все же дешевле, чем в аэропорту. Очень вкусно, очень вкусно. Ай, няма-няма. Прикольненько тут. Нравится мне у немцев. Вообще мне немцы нравятся. Не, даже Путлер, правильно? Гитлер какое наследие оставил? B, C. Все, мы побежали, пока. Такие длинные, пустые коридоры. Скоро мы придем, там будут люди. Они чего испугались? Почему тебя не хотели пускать? У меня вообще нет вариантов. Надо подразмыслить будет на эту Выйти я не могу. тему. Мне даже спросить не у кого, куда идти. Б. Ира, за мной, Ира. Ира пошла, главное, в транзит, а в итоге решила выйти куда-то. А нам выходить не надо. Да. Саша себе взял безалкогольное пиво, но я в Германии, конечно, не удержалась, и у меня тап. А куда он сказал коллеги? Зачем коллеги? За бутербродом каким-то? А это что? Брецели. Это брецели. За Что там? бутербродом. Как движуха? Там пока нету движухи. 30 евро. 30 евро, круто. Там вроде бы собираются на посадку. Я пью. Я буду пить сейчас. В смысле завидуют молодцы? Смотри, Ира во Франкфурте пьет пиво. Нормально? Главное, что я отправляю к Андрею. Ага, ничего себе ты мочишь. Мась, давай пей пиво и пошли. Еу, у нас уже объявлена посадка. Я тоже себе взял безалкогольное. Но я буду пить на борту. А я не на борту, и алкогольная. И она такая вкусная. Подожди, самое главное, мне не показали. Все, я нет. Ой, нет. Да. Алкогольное нет. Мы съели бутерброд и решили, что брецель не должен дожить до самолета. Надо было на самом деле поставить сюда камеру и снимать, что произошло сейчас за эти 5 минут. Вкусно? Тот самый вкус. Здесь такой вот любимый запах капусты в Германии. Это просто на самом деле непередаваемое ощущение, да, Сашуль? Вкусно? Блин, было бы она еще попрохладнее, да? Вкусная булка? Фантастически, это свинина. Идем
заселяться. Нас заселили в 37-й ряд. Я пока не знаю. Hello! Сейчас посмотрим, в какой ряд нас хотя бы. Ой, было бы здорово, если бы мы вдвоем сидели. Ой, как было бы классно. Да, Сашуль? Так если мы с вами вдвоем будем сидеть, вообще было бы круто. Крутяк. Мы летим с группой детей из лагеря. В общем, сидим мы в самом конце этого прекрасного большого самолета. И сидим мы явно в серединке. Ну все, в серединке, в серединке. Я даже не знаю, снимать. Да, снимай, конечно, нормально. 7 утра. Ой, какой рассвет красивый. Рассвет красивый. Мы прилетели, так прикольно. 13 часов, очень быстро прилетели. Короче, Иру, как всегда, допрашивали, зачем едете, почему, где будете жить, где ваши деньги. Ну и про разные интимные вопросы задавали, правильно? Неправильно. Где ваша грудь 3-го размера, она разве не спрашивала? Нет, ну хотела. В общем, мы все прошли и идем получать багаж. А потом мы идем искать. Полет прошел на удивление прям очень легко. Прям легко. Мне очень понравилось. Мы заселились и уходим. Уже не успели мы ничего, в общем, снять. Ну ладно. Все свои, поэтому, значит, выглядит вот так. Наша квартира, по факту, это просто тупо кровать, стол, кухня, маленький холодильник, там плита. Даже микроволновка есть, но это прям экстра мини, я не знаю, мини вариант. Вот здесь кондей есть у нас, такой шкаф, может даже, я уже даже вот вещи развесил. Это отстают люди, значит, телек есть, опять-таки кровать, кухня, диван, вход. И самое главное, такая терраса. Мне напоминает... Боже мой, Ир, выйди сюда. Здесь так пахнет вкусной едой из какого-то ресторана. Мне напоминает, мы жили на крыше вот так вот одного дома в Барселоне. Новый год мы встречали. Такая улочка внизу. Симпатичная, с зелеными деревцами. И здесь у нас вот напротив дом. Вот они закрывают ставнями окна. Вот здесь не видно ничего. И вот такой вот у нас небольшой балкончик, какие-то провода, там даже, да, парк вдалеке. Это я, это мы. Ой, красота моя. 12 часов, мы уже успели сходить в душ и пойдем завтракать теперь. Очень хочется кушать. А все заведения тут, судя по всему, открываются часов с 12. Все, первый день начался, пока. Так, мы пришли, даже Ира протестировала, ух ты, кто-то купил коляску, значит, кто-то будет рожать, а кто-то будет есть пасту. Мы пришли в итальянский ресторан, здесь так миленько. Пытаемся вспомнить. Мы уже даже заказали, но очень коряво. Мы пытаемся вспомнить по-испански какие-то числа. Спасибо, пожалуйста, там, типа, что для начала... Короче, Я уже ей сказала. очень ломается в голове прям схема переключения после Турции. Мне очень тяжело, но por favor, sí, gracias, un, dos, tres, 14. Пока так, в общем, мы в процессе. Да, Ириш? Разберемся к вечеру. Обычно нам очень хорошо помогает в
изучении языков и продвижении вино красное, хорошее, очень помогает. Но в этот раз мы не пьем. В этой жизни все закончили. Ладно, в продолжение мы были бы не мы, если бы не показали. Значит, это буррата пришла сама причем. А здесь вот такая вот еще прошутто, руккола и еще какой-то хлебушек. Здорово. Ира все, Ира сдалась. Значит, первый бокал стоит. Нет, я Саша пояснила свой порыв. Саша, она пояснила, а как вот Саша себе объяснить? Ну, у Саши простая установка просто. Я не пью. У меня такая установка, я слабовата. Ты можешь. Да, и когда вокруг все едят вкусную еду. Когда все вокруг все льется и все едят туда, давай меняться. Давай. Потому что буррата моя. Я бы тебе кофе. Я не смогу. Ладно, сейчас я перехвачу. Давай, я выдам тебе, а это я перехвачу. Спасибо. Сейчас бальзамиком еще это дело надо сбрызнуть. Очень симпатично. Это фисташки, да? Вот так вот прям. Ну-ка. Ну ты мне скажи. Не стоит, правда, пробовать мне? Может быть, это не то самое лучшее, которое... Ну, если коротко, можно просто? Коротко? Хорошо? Нет, вообще. Все. Это прям очень неплохо звучит. И мне тоже, вот у меня Аква Сингас. И кафе Инлечи, кстати. Кофе, кстати, не вот после твоего кофе, после того, как ты приготовил, вот мне не... Сейчас не об этом. Теперь будем искать, где вкусный кофе готовить. Лучше с душой, как у Саши. Gracias. У нас получается за окошком вот краткий обзор блюд мы решили прям записать, сейчас это расскажет. Там внутри подушка такая получается, да? Подушка, да. Это что? Поначалу думала, это Типа фокачча? А это типа фокачча, да. А внутри? Мне кажется, это что-то типа картошки. Не сыр, это не сыр, нет, там начинка картошка. То есть у тебя, получается, лежит прошутто, подушка из рукколы, да? Да, пармезан. Пармезан. Значит, у меня было вообще просто фантастически вкусно. Сейчас я расскажу. Нет, Буррата лежала на подушке из тушеных овощей, руккола, сверху фисташки какие-то карамелизированные. Еще, кстати, был лучок карамелизированный. Это я еще сверху приправил все бальзамиком. И сочетание вкуса просто фантастическое. Это прям вот здорово, прям такой восторг. Уши хлопали. Точно. И еще и вино. Пасту надо куда-то уместить. А еще сейчас будет паста. Поэтому ты давай мне помогай, пожалуйста. Все, я пошел помогать. Я тебе... А у тебя? Понимаешь? Да. Это паста с рагу. Рагу. Не рогами, а рагу. Мясо. Ну, слушай, выглядит очень классно. Сейчас мы немножко перчик добавим. Соль мне не нужна, но так она эффектно мне здесь. Сверху пармезанчик черного. Тебя не было. Это все делаю. Я поняла, что я все пропустила. Да, но это то, что я хотел прям. Я тебе скажу. Знаешь, как интересное такое состояние. Я как будто полбутылки точно выпил. Я такой хмельной. Ты понимаешь, насколько мы увеличили наши сутки? Ира. Это фантастически вкусно. Она настолько правильная, прям альденте и вообще все в ней здорово. Очень. Убирай. Так, ну что, вот я загрузил в человек попробовать. Как тебе? Вкусно? Она просто прям очень классная. Рагу, пармезан. А у тебя что?
А у меня с морепродуктами. Морепродукты? Да. А как ты попросил ее сыр потереть тебе? Но на твою пасту не полагается. Почему это? Боже мой, здесь паста это целая тарелка, тарелища. Нет, я тоже хочу сыр. Можно попросить пармезан. Она спросила, тебе надо? Я сказал нет. А ты просто утром меня за палец укусила сегодня. Ну ладно, я в ответку тоже получила, так что не надо. Няма-няма. Ну что? Нет? Ничего не скажешь? Почему? Ну, хотя бы так, в 2 словах. Или кивни хотя бы, да? Ну ладно. Класс. Приятного аппетита. Ну что, вот он, самый трогательный момент. Принесли счет. Ирин. 19 100. 19 100. Ладно, давай. Пойдет. Если... Итого. Просто интересно было почитать. Это... Аква Сингас $1, бокал вина $2, бурата $7. Дальше все делим на 500, в общем, в итоге. Дальше паста, 2 кофе. Итого 19 100. Круто. Да, сколько это в лирах? В лирах нам надо, в лирах. 2000 лир? Ну вы едите. Ну ладно, пойдет. Вино все тебе это испортило. Ну все, прекрасно. Двигаемся дальше. Как я считаю? Я хочу заснять, да, как ты считаешь, потому что это... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Я не знаю, какой должен быть кошелек, чтобы помещались деньги в этот кошелек. Такая прям моя пачка. Это получается 1000, это самая большая у них купюра? 20 тысяч это $40, кстати. 20 тысяч это $40. Кстати, 20 бумажек надо. 20 бумажек. Какая самая большая купюра у них? Не знаю, я пока только 1000 видел. У нас дома уже целый чемодан. Поменяли. 20 бумажек это $40. Мощь. Все, мы вышли. Дофига народа, все стоят, ждут. На улице едят. Ну все. Пошли. Пока телефон не выхватили, надо прятать. Так говорят. Шли мы, и вот мы пришли. И вот посмотрите, какой внутри, какой двор. Вообще такие почтовые ящики. И внутри вот такая красотища. Ассансер. Это лифт. Да. Вообще. Очень там внутри здоровски выглядит вся эта, да, штука? Да, очень. Вот. Все. И тетя пришла. И мы пошли. Такие вот улочки. Не знаю, для меня прям Испания. Ирусь, ну что, свободно это на балкон махнуть? Ируся туго вообще соображает после выпитого, да, Зай? Ладно, шуточка. 2 часа. А в Москве уже сколько? 2? А какая разница, сколько в Москве? Не в Москве, но... Хотелось записать. Я записываю? Да. Не ресторан, не картинку, не счет, а именно что? Эмоциональная составляющая всего. Именно переживаемую эмоцию, да. И абсолютно точно могу сказать, что это какие-то такие прям новые ощущения. Это очень интересно, очень необычно. И что мне очень нравится, то что это вообще ни на что не похоже пока для меня. Я же всегда могу какой-то параллель, там, ассоциативный ряд провести. А сейчас мне просто не с чем. Кроме как с какой-то там Испанией перед этим. Вот мне сейчас Барселону все это напоминает. Но нет.
Пока не похоже. Очень необычно и не получается, и не получается пока сформулировать как-то в какую-то конкретную форму. Мозг мой пытается как-то это все состыковать. Все-таки еще испанская речь кругом слышна. И, конечно, ассоциация у меня с Испанией. Мы много где в Испании были. Но сейчас вот Барселона в большей части. Хотя такого мы не видели еще, да? Заходишь, тут бах, это гараж. Прикольно. И это подъезд. Дальше, кстати, марш. Вообще. Наверное, да. Гараж. Ну и вот как ты тут какую-то себе параллель пропишешь? Никаких ассоциаций. Все очень уникально. Это вообще первый раз такой вижу в жизни. Я загадал. Мы зашли, и все сбылось. Здесь такой еще зал. Нашли классный, тренажерный. Я хотел, чтобы были техноджим тренажеры, такие, как в Москве. И все, что мы зашли, а там только техноджим. И народу прям много. Да. И тренажеры классные. И он большой такой, там в 2 яруса. Ну, не в 2 яруса, вернее, там еще за поворотом мускуласьон. Там еще люди занимаются. Короче говоря, вот так. Не буду снимать сейчас, чтобы никого не смущать. Да. Сейчас я узнаю, сколько стоит. Потом приду и сделаю обзор. Йоу! Я так хотел. Я прям себе представил это, что будет тренажерный зал с такими тренажерами, которые я хочу. Вот эти вот прям. И вот мы зашли, и все, и круто. И стоит это $30 в месяц. Щет. 3 минуты от дома. Завтра утром пойду. Мы шли и зашли в еще один зал. Тот, который мы смотрели перед этим, стоит 16 тысяч в месяц, а этот стоит уже 42. И, конечно, здесь, я бы сказал так, даже невзирая на цену, он мне нравится меньше, но тренажеры тоже техноджим. Вот. И ребята здесь тренируются, так, покажу. Тоже вот и платформа, и не платформа, и все есть. Да. И вот такой зал. Мы зашли посмотреть, Ира большая молодец, что она все-таки взяла и привела нас еще и сюда глянуть. И, конечно же, даже не глядя на цену, мне первый вариант зала гораздо больше понравился. А цена здесь получается больше, чем в 2 раза. А цена больше, чем в 2 раза выше, да. Там 16, здесь 42. Да, что-то прям без бассейна, без всего. Без бассейна, без всего. Все, клево. Решение принято моментально. Мы в торговом центре. Еще разрыв стереотипов, которые были нам навязаны. Вон у Лакоста, Томми Хилфигер, Зара, Nike, Puma. Вон даже там Adidas. И я не знаю, что это, Home Collection. Тоже что-то такое. В общем, все есть, оказывается. Бренды есть. А мы были уверены, что их нет. А пойдем-ка зайдем еще в один магазин. Пойдем, посмотрим. Спортивный. Вот так вот называется. Ир, он тебе сейчас откусит голову, ты выходи отсюда. Он просто... Смотри, моя ножка на фоне этой ножки. Класс. Девчонки, смотрите, какой он огромный. Он просто великолепен. Как мы его назовем? Вот они приедут, мы зовут. Ладно, идет. Пошли? Да. Зебрюня, пойдем? А вот и Adidas. Да, забавно. Все говорят, нет брендов. Я тогда что-то ничего не понимаю. Ты ничего не понимаешь? Я тоже ничего не понимаю. Пойдем?
Пойдем, пойдем. Супер последних, конечно, новинок нет, но выбор классный. Все есть. И зима, и лето, и шорты, и футболки, и костюмы, и пумы, и Adidas, и жилеточки, кстати, тоже есть. И каппа. А вот, пожалуйста, официальный апсторчик. Рипкул, там вдалеке Соломон, эти Ванс, кеды, шмеды. Все есть. Ирусь, ну что, все есть в Буэнос-Айресе, правда? Оказывается. В общем, мы прикинули пока по цене кед. И кеды стоят дешевле, чем в Турции. Пойдем. Мишки Гамми, мультик помнишь? Помню. Это не Мишки Гамми. Ну, не будет тебя расстраивать. Мишки Гамми. Но это не Мишки Гамми. Да, Мишки, даже радуга Мишка Гамми. Спорим? Найди, пожалуйста. Мишки Гамми. Тут 3 яруса или даже больше. Мы на каком-то сейчас 3-м. А, вон есть 4-й с фастфудом. Вот внизу. В общем, все в порядке. Ну давай, покажи Миша Гамми. Покажи Миша Гамми. Ну на радуге О, такие. это Мишки Гамми. Видишь? А на Пойдем, радуге, я тебе которые покажу. А это не Мишки Гамми. А как они назывались? Помнишь, на радуге они катались? Ир, купить тебе машинку макароны лепить? Красота. И вот различные виды пасты. И вот они, кстати, все висят. Классно. Натюр. Я думал, шнурки продают. Серьезно. А это паста. Магазин детский Мазаке, помню. А теперь он называется Mother Bear. Mother Bear? Да. Это в Москве у вас? Нормально. Продается Ушли всё бренды, то же что ли? самое. Они все ушли в Буэнос-Айрес. Они все остались на том же месте, эти магазины, но просто в другом. Они тут. Они все тут, пожалуйста. Они все пришли к нам. Адидас внизу. Все, я бегу туда. Пойдем кроссы посмотрим. Такие стильные здесь шмотки продают. Прям очень мне нравится. Но вот это кака. Вообще кайф. И вот эта вот девушка. И вот это. Вообще. Манекены зачет. А ну, Ириша, улыбнись. Ты не похожа на этих ребят? Что-то есть у вас общее, да. Как тебе Adidas? Крутые кроссы. 40. Это штаны же? 40, 77. Не знаю. Но мне кажется, что да. Короче, мы купили только что такой пакетос. А там вот такие вот вкусные, это местные какие-то. Гавана. Хавана. Да. В общем, какие-то это печенье. Ну, пробуй. Не знаю. Какая-то известная штука. Выглядит оно вот так. Мась, пока у меня телефон не отобрали в страшном городе Буэнос-Айресе. Ой, нам привозили такую фигню, да? Макеевы с нами делились вот этим. Ну, какие-то не то, невкусно. Вкусно? Вкусно. Я сладкого не ем. А это, кстати, внутри вареная сгущенка. Они не знают, что я написала. Они считают, что они... Кофе. Хочу кофе. И это 70% что? Какао. Это очень вкусно. Альпаджорес. Чем тут? Но. Стоит это $1. Очень интересно. Неправильно говорю. Очень сложно ориентироваться. Лиры короткие, песо цена очень длинная. В общем, пока разберешься. Если честно, силы снимать уже закончились.
Хотя вот я в алкоголе тут иду. Очень интересные продукты. Мы в магазине в крупном взяли. Сейчас я покажу, что мы взяли. Мы взяли яйца, сыр. Сейчас будет подробный обзор. Значит, взяли мы бананы за $1 килограмм. Сырок Маздам, какой-то хамон, сосиска. Ира даже перец тут взвесила. Это меньше, чем $0,5. Томаты, зелень, пекан. 4... Сколько получается? $8 за килограмм. Полкилограмма $4. Авокадо, лимончики, булочки, чай. Тунец. Тунец. Брать? Брать. Очень классный выбор. Вот сыра, колбасок. Да. И винище. Как прям красота. Ну-ка, интересно, сейчас я найду свой Мальбек, который мне очень нравился. Я его не вижу. Сейчас дойдем. Хотя... Вот Салентин, кстати, вот Мальбек неплохой, 20 тысяч, это $40 за бутылку. Я считаю, что это абсолютно недорого для такого вина. Еще 6 тысяч за бутылочку, все делим на 500. Ну, прям конкретно тот, который я помню, который мне нравился, я не вижу. Потому что я слишком о нем хорошего мнения ищу на верхних полках, а он может быть что-то такое совсем простое, доступное. Но не вижу. Все, мы скупились. Малыш уже погибает. Продукты наши здесь лежат чудесные. Люди еще гуляют в парках. Такая движуха вечерняя. Ездят машиночки, такси, автобусы. И там наш домик рядом. Мы идем ложиться спать. Почти. Перекусим еще сырок. Колбасятушку. Колбасятушку. Фильм, может быть, посмотрим. И будем ложиться. Не покажет, наверное, камера, но там очень красивый закат такой прям интересный. Все, первый день закончился, пока.